Всем привет, продолжаем наши гайды. Итак, остановились мы на создании структур и еномов. Продолжим мы компонентами. Итак, сейчас у нас практика пойдет, и нам нужно почистить то, что мы насоздавали. Заодно покажу, как это делается. Открываем наш проект в папочке. Вот он весь. И идем по такому пути. Source. Вот он наш Project CPP. И вот все его header файлы и CPP файлы. У нас в паблике enums. Вот он наш enums header. Нам больше он не нужен. Мы будем потом свой создавать. Структура. То же самое со структурой. И тест-актор нам тоже в принципе не нужен. Целую папочку удаляем. Player контроллер мы оставляем. Ну и все остальное мы тоже оставляем. Здесь абсолютно та же история. Папочку enum мы не удаляем, потому что потом воспользуемся, удаляем плюсы. И тест-актора полностью удаляем. В принципе все, но не совсем. Чтобы визуалка это все увидела, нам нужно нажать правой кнопочкой Generate Visual Studio Project Files. Там вылетает вот такая вот вещь. Мы ждем. Долго это заняло времени, после чего мы обратно возвращаемся в наш шит. Нам предлагает reload сделать, делаем reload. Тоже ждем. И у нас все наши эти исчезают, потому что он не знает, что это такое. И мы спокойно закрываем. И здесь все, их больше нету. Делаем F7. Он сейчас сломается, потому что мы обращаемся к нему. К этим структурам. Нет, мы же обращались из класса другого, мы же не из персонажа обращались, поэтому у нас ничего не сломалось, мы же и класс удалили тот. Соответственно, у нас все хорошо. Давайте еще раз F7. Так, ну и запускаем. Можно запускаться через вот эту кнопочку. То есть... Окей. Запускаемся. Так, ну вот он запустился, и он ругается на то, что нету этих самых do want to win, it can be crash. The editor нет, не надо нам открывать их, пытаться. То есть у нас же здесь стоял вот этот тест-актор, и мы его тоже удаляем, потому что он наследуется от этого. У него какой-то референс идет, скорее всего, на сцену. Мы его удаляем, все это сохраняем. Ну, вообще, вот такие вот удаления, это очень опасно, надо делать аккуратно их. Но у нас тут, в принципе, ничего страшного нет. Так, тоже тест-актор у нас улетает папочка далеко и надолго. Итак, с чего мы начнем? Начнем давайте с того, что мы создадим компоненту и будем создавать МХП нашему персонажу. Там мы познакомимся со многими вещами, интересными и не очень. Итак, компонента. Компоненты со своими приколами, но... Нет, вначале давайте покажу, какие именно компоненты. У нас есть вот такая вот вещь. Давайте создадим новую папку. Во-первых, актор. Актор Components. Откроем ее. Даже, наверное, не откроем, а зададим ее вот этот цвет. Actor Components. И у нас есть в Blueprint классе вот эти вот актор компоненты. То есть, если мы возьмем ее, добавим, вот у нас есть New Blueprint. Мы откроем ее здесь, кстати, здесь я поставил, да, он successful, да. Мы ее откроем, точнее, нашего персонажа откроем, и здесь New Blueprint. Вот она наша компонента New Blueprint. То есть, у нее вот они параметры, и у нее есть своя логика. То есть, если мы его открываем, то мы можем здесь какую-то вещь делать, да, как в блюпринтах это работает. Вот мы хотим точно так же, но мы хотим отнаследоваться от своего блюпринт класса. Можно сделать интересно. Давайте вот так вот сделаем. Мы сделаем такую вещь. Назовем ее BP State. BP State Component, State Master. Мастер. Наверное, даже не так. Мы сделаем это немножко не так. Мы назовем ее BP Player. Player
state. То есть это касается именно игрока. Будет там еще и враг, допустим, да, и тому подобное. Мы вот ее назвали. Предположим, мы ее создали, мы ей пользуемся, но нам надо, чтобы она была плюсовым. Но мы же не будем, допустим, создавать новую и Ctrl-C, Ctrl-V делать всю логику, допустим, которая здесь написана. Мы так не будем делать. Вот заодно сейчас покажу, как reparent делать. Мы должны создать свой плюсовый класс. Идем в класс, actor component. Вот они, actor компонент. Мы их выбираем. Заходим в папочку public. И здесь создаем новую папку actor. Actor components. И давайте еще одну папочку создадим в нем, потому что их будет очень много. State component. State component, потому что их тоже там будет несколько. И вот таким вот образом у нас получается actor components, state component. Наверное, да? Component, state component. Но он один, просто там наследники, ладно, state component будет один, не столь важно. Ну и давайте state master компонент. Назовем его, то есть это главный будет, и от него уже будут наследоваться все остальные. Ритуальное перекладывание и create класс. Проверяем еще, все правильно ли. Create класс и ждем. Так, все, он загрузился. По классике мы все перетаскиваем, чтобы было хорошо. Удаляем вот эту вот вещь. Удаляем все эти вещи. Вот этот товарищ у нас должен находиться в паблике. Вот эту порнографию, когда по 100 раз написан public protected, потом опять public, потом опять protected. И вот это вот все. У эпиков в коде этого полно. Код порнографии мы не страдаем. Код порнографии мы не страдаем. У нас другая есть. У нас есть полосочки. Ну и вообще, если, допустим, мы не пользуемся ивентиком тем же, то есть он нам не нужен в какой-то компоненте, а он же здесь автоматически создается, или begin play, мы тоже их можем удалить. И они нам тоже не нужны. Просто мы их оставим. Ну, ивентиком, скорее всего, мы пользоваться не будем, но пусть пока побудет здесь. Хорошо. Здорово. Здорово. Это все прекрасно. Давайте запустим его. Сейчас, секунду. Вот. Давайте запустим его. Давайте его запустим, и я покажу интересную вещь. Покажу интересную вещь, в общем, в компонентах. Так, мы запустились. Запускаемся. Точнее, мы проверили, но запускаемся. Но ждем, короче. Запустились. Здорово. Давайте смотреть. Мы хотим создать изначально, допустим, пока этот не берем, предположим, что у нас его нет. И мы начинаем искать. Как мы его назвали? Идем смотреть. Мы идем смотреть вот этот вот. Заходим и смотрим. State Master Component. Здорово. И пишем State Master. Нет ничего. И чё? А как? А куда? Вот тут начинается приколюшка та самая. Закрываем. Ну ладно, закрывать мы не будем. Нет, лучше все-таки закрыть. Лучше все-таки закрыть и открыть заново. Дело в том, что он не даст нам наследовать блюпринтовый класс, создать блюпринтовый, а мы не добавим такую вещь, как blueprintable. То есть в uClass мы берем, добавляем blueprintable. Вот, добавив blueprintable, сохранив опять F7 и запуск, и подождав, мы заходим сюда и теперь ищем state master и видим, что он есть. Мы можем его создать и как-то его назвать. То есть это точно такая же компонента, только теперь мы можем делать что-то в плюсах с ней. Так, это мы удаляем.
Теперь мы рассматриваем тот случай, что он у нас есть. То есть он уже создан, но он блюпринтовый, а мы хотим от своего наследовать. Для этого мы нажимаем файл, reparent blueprint. Здесь ищем state, master, component. Нажимаем. Поздравляю. Все. Как бы все. Он наследовался, то есть вот здесь parent класс пишет справа вверху, что это state master component. С помощью, кстати, этого клика мы можем сразу перейти сюда, и он откроет файл именно header того, от кого он наследован. Удобно. Итак, то же самое у остальных, то есть project CPP, и вот мы попали сюда. Итак, мы его создали. Теперь нам нужно как-то его заполучить, правильно, персонажу. Есть два способа. Либо мы будем создавать, как мы создавали static mesh и вот эти вот box collision в предыдущих уроках. В предыдущем каком-то там. Либо мы так это делаем, что за счет того, что это наш класс, там могут возникнуть проблемы. Нам нужно будет все равно его назначить как бы по указателю T-сабклассов там сделать. Потому что мы хотим именно блюпринтовый класс добавить. Не чистый плюсовый, а блюпринтовый, чтобы была возможность еще что-то сделать в блюпринтах с ним. И это уже применялось к нашему персонажу. Самый простой способ — это просто взять его и сюда добавить. То есть BP Player State. Мы его добавили, все, он есть. Ну, как бы добавлен. Но нам нужно с ним работать и из плюсов, не только из блюпринтов. Для этого мы идем в нашего персонажа. И вот здесь начинается история очень интересная. Итак, вот он персонаж. Местами поменять их. Здорово. Здесь много чего написано. Все это об этом потом. Нас интересует пока что только одна история. Это Begin Play, которого здесь нету. Да, его нету. Ну, давайте его напишем Virtual Void. В Protected пишем Virtual Void Begin Play и Overwrite. Означает, что мы ее переопределяем. Итак, не забываем вызов сделать родительского метода, то есть то, что у нас там в родителе происходит, это делается с помощью супер двоеточие Begin Play. Вот такая вот история. Сделали. Теперь на Begin Play нам нужно кое-что сделать. Не обязательно это делать на Begin Play. Хотя да, нам не обязательно это делать на Begin Play. Мы сейчас создадим свой метод, getter, который позволит нам получать эту компоненту и иметь к ней постоянный доступ. Что для этого нужно? Для этого нужно вначале создать указатель. То есть мы создаем указатель, в котором будем хранить эту самую компоненту. То есть у нас есть state master компонент, и вот мы хотим к нему иметь доступ. Давайте он будет в private. Сам указатель в private. Мы прописываем uProperty, но больше мы ничего туда не записываем. Это нужно для того, чтобы сборщик мусора, такой злой есть товарищ, он, когда вы собираете проект, он становится очень злой, и он вообще очистит все подряд. Все, что вы не пометите, uProperty, именно указатели, он их почистит. То есть довольно жестко он работает. Поэтому, чтобы этот сборщик мусора не трогал нашу компоненту, точнее не саму, ну он и компоненту в принципе-то удалит, потому что он указатель очистит и удалит саму компоненту, по-моему. Потому что нет, хотя я не уверен по поводу, как он тут поступит, но смысл в том, что, в общем, указатель он очистит сам указатель, и нам заново его нужно будет получать. Нас это не устраивает, мы хотим, чтобы мы один раз записали, и оно там было столько, сколько нам нужно. Итак, для этого state master компонент
Ставим, что это указатель, и пишем, что это state component. State component. Но мы помним, да, что нам нужно объяснить ему, что это такое. У нас есть два способа. Это либо мы подключаем в include, но тогда у нас могут возникнуть проблемы, либо мы прописываем класс и сюда делаем forward declaration, для того, чтобы здесь он не ругался на него. Он его подключил. И, соответственно, нам надо его сюда подключить уже четко по файлу именно. То есть мы в конце include state, или как мы назвали нашу папочку-то, state components, state actor, actor component мы ее назвали. Вот, молодец, я actor components, после чего state component, и в ней у нас есть state master component. Вот такая вот короткая запись. Здорово. Мы добавили, теперь мы можем с ней работать, теперь мы можем с ней чего-то делать. Для того, чтобы мы постоянно ее не получали, вот как раз таки мы создали этот указатель. Мы сейчас прописываем void get state component. Get state component. Только вот дело в том, что не void должен быть, а uStateMaster component по указателю. Это говорит о том, что этот метод будет возвращать нам указатель на вот этот класс. Делаем. Сейчас станет, в общем, чуть попроще. Итак, мы сделали, вот он возвращает пока что null pointer, потому что он не понимает, что вернуть именно нужно. Итак, вот мы написали, что state component он возвращает, но дело в том, что он сейчас, там мусор находится, там ничего нет такого. Для того, чтобы там что-то было, нам нужно что-то туда положить. Но мы это будем делать с помощью метода find. Есть такой метод state. Мы пишем state master state component equal, потому что метод find как раз таки точно так же возвращает вот этот класс. И он еще и шаблонный. Find component by class нас интересует. И мы передаем туда, что это uState master component. И вот таким вот образом он возьмет, пройдется по всем нашим компонентам, найдет компоненту именно такого класса и вернет ее. Указатель на нее вернет. Ну и мы, соответственно, записываем этот указатель. Дело в том, что вот этот find это довольно такая, непростая штучка. И, соответственно, если компонентов будет много, он будет напрягать, в общем. Поэтому мы записываем в компоненту, чтобы этого не делать. Но при вот такой вот записи он будет делать ее постоянно find. Нас это не устраивает. Поэтому мы делаем проверку. Если не state component, то мы ищем его. А иначе мы просто возвращаем state component. При такой записи мы опять же проверяем. Вот. То есть идет проверка state component. Так как это указатель, в проверку, если мы закидываем указатель, и в случае, если там что-то есть, то он вернет true. То есть все хорошо. Если там ничего нет, null pointer условный, то он вернет false. Соответственно, сюда зайдет, будет выполняться это условие только если будет true. Соответственно, нас интересует, чтобы он туда зашел. И нам надо его развернуть. Восклицательный знак — это разворот. То есть null pointer возвращает false, мы его разворачиваем, из false получаем true. Соответственно, заходим и записываем сюда. И возвращаем результат. Все, как бы. И таким образом теперь мы можем брать и получать доступ к этой компоненте. Давайте попробуем. Или уже не попробуем, уже время. В принципе, getter создали. Да, наверное, все оставим на потом. Оставим уже на потом, да. В общем, мы создали компоненту. Мы сделали от нее blueprint. И добавили ее к персонажу. И теперь персонаж имеет доступ через указатели к ней. Сделали getter на нее.
Соответственно, в следующий раз мы делаем всякие поля, обозначаем, с тимапом поработаем, и нам создадим, и повзаимодействуем с ХП, так сказать, там энергию можно добавим какую-нибудь. В общем, такие вот показатели. Ну, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.